Сначала я расскажу, где моя фирма находится. Then what caused me to make the move to those hills. Потом, что, собственно, заставило меня перейти на ноутил. Some mistakes I made and what I learned from them. Какие ошибки я сделал и чему научился. And then what I think I've learned as far as how to build the soil back and eliminate fertilizer. И чему, так сказать, я научился для того, чтобы восстановить свою почву и начать меньше использовать удобрения. So here's my location. I'm located in the center of the United States in the state of Kansas. Я живу в Канзасе, вот где находится моя фирма. You can see from the map that I'm located kind of in the transition zone where you have high rainfall in the east and it starts to go to very little rainfall in the west. Как видите, я нахожусь как бы на границе между зоной очень низких осадков, малого количества осадков, и зоной высокого количества осадков. And because I'm located in the center, we can get to the United States, we can get very variable weather. И поскольку я нахожусь в середине, в центре США, то погода у нас бывает очень теплая, бывает у нас жарко. Depending on whether the jet stream comes out of the Gulf or the jet stream comes out of Canada. В зависимости от того, откуда дует ветер, либо с севера, либо с Мексиканского залива. So this graph is in inches, but it shows when my rainfall comes throughout the year. График этот построен в дюймах, но вы можете видеть распределение осадков в течение года. I received 787 milliliters of annual rainfall on average. В среднем у меня выпадает 787 миллиметров в год. Most of our rainfall comes in May, June, July, August. В основном осадки приходятся на июнь, июль, август. And then we're fairly dry through the winter. February. Довольно сухо зимой. Начинаем вот уже с ноября и по февраль. So here's our monthly average temperatures in Fahrenheit. Это распределение температур в Фаренгейтах. We can get really hot in the summer and really cold in the winter. Летом может быть очень жарко, а зимой может быть очень холодно. In July, our average high is 33.8 degrees Celsius. Значит, в июле у нас температура может достигать 34 почти градусов Цельсия. But it's not uncommon to have day after day or week after week 40.5 degrees Celsius. Не часто, не каждый день, даже не каждую неделю бывает, что температуры достигают 40,5. So here's a picture of our farm. Так выглядит наша ферма. I live on this farm. Я живу на ней. My great-great-grandfather immigrated or settled a half a mile from here back in the 1860s. В 1860 году мой прапрадед приехал на эти земли, и его дом был всего лишь полмили от моего дома. The house that I live in was built for my grandfather. My dad was raised in this house. I was raised in this house, and I'm raising my son in this house. Дом, в котором я живу, построил мой дед. Мой отец вырос в этом доме, я вырос в этом доме, и сейчас мой сын живет в этом доме. So this is my family. Это моя семья. Me and my wife and kids on the left. Слева это я с женой и мои дети. Mom and dad in the center. В центре папа. And my brother and his family on the right. И справа это брат со своей семьей. So we farm about 1,300 hectares of cropland. Где-то приблизительно площадь нашей фермы 1300 гектаров. This combine icon represents where the farm is.
Вот эта вот картинка, где комбайн нарисован, это где, собственно, находится наша ферма. Most all our fields are within a 5-mile radius. В основном поля разбросаны в радиусе 5 миль. But we have added 300 acres that are 15 to 20 miles away. Но недавно мы еще взяли землю, эти поля находятся на расстоянии где-то 15-20 миль от нас. The 4 main crops that we grow are hard red winter wheat, corn, grain sorghum, and soybeans. Это 4 основные культуры, которые мы выращиваем. Твердозерная, красная, озимая пшеница, кукуруза, соя и сорг, зерновой сорг. Here are our 4 main pieces of equipment. Это 4 основные наши орудия труда. The air seeder, planter, sprayer, and combine. Сеялка для промышленных культур, опрыскиватель и комбайн. And we also have 50 head of cows and 225 head of hair sheep ewes. И у нас еще есть 50 коров и 225 ярок. So to give you an idea of a rotation, 40 years ago when I was a kid, all we thought we could grow was wheat. Значит, еще где-то лет 40 назад, я хочу вам просто рассказать о своем севообороте, еще лет 40 назад мы в основном выращивали по технологии пшеница-пак. Then 20 years ago, the rotation became wheat, grain, sorghum, soybeans. 20 лет назад уже это была пшеница, сорга и соя. And now we have a 5-year rotation where it's wheat, corn or grain, sorghum, bean. А теперь у нас 5-летний севооборот, идет пшеница, кукуруза или сорга и потом соя. And starting this past year, we have started growing either a double crop or a cover crop in the summer after the wheat. И уже несколько лет мы применяем такую практику. После пшеницы мы сеем либо вторую культуру, либо покровную культуру. And we're also growing a cover crop in the winter after fall harvest. И после уборки кукурузы мы также высеваем под зиму, мы высеваем покровную культуру. We want something growing every day of the year. Стараемся, чтобы круглый год что-то на земле росло. So this is how we farmed when I was a kid. Когда я еще был маленьким, вот такая ситуация на ферме была очень распространена у нас. For some reason, we thought we had to do tillage, and that erosion like this was just a part of farming. Мы применяли механическую обработку, поэтому вот такая вот эрозия была как часть нашей работы даже. A dime's thickness is, if you had a dime's thickness on an acre of soil, that amounts to 8 tons of soil. И вот то, что мы теряем с эрозией, тот небольшой верхний слой, иногда его вес можно оценить как практически 8 тонн почвы. So when you look at how deep these ditches are, think about how many tons of soil left this field. Посмотрите на вот эти овраги, которые здесь показаны на фотографии. Можете себе представить, сколько почвы мы теряли. So here's just another example of how we used to do things. Еще один пример, какова была ситуация. We would till the soil, apply our fertilizer, apply our herbicide, plant our seed, then get a rain and watch it all wash away. Мы обрабатывали почву, затем обрабатывали гербицидами, пестицидами, заделывали семена, а потом приходил дождь, и вот после этого такая ситуация. And even though we just received a rain, because we had destroyed all our soil structure and our water infiltration, our fields would crust over just days later. И несмотря на то, что и семена внесли, и удобрения, и обработали всем, чем необходимо, все равно сразу после дождя образовывалась корка,
и она ограничивала рост наших культур. So these two pictures are taken in the same place as the last two. Эти две фотографии были сделаны в том же месте, что и предыдущие две. This is the field back here. Вот оно, это поле. And these two pictures are taken roughly a month apart. И как бы время между двумя фотографиями приблизительно 1 месяц. So look at all the sediment and all the soil that came out of that field and ended up in the ditch. Вот обратите внимание, сколько грязи, сколько почвы было вынесено с поля, и вот она вся осела в этом овраге. And even though the grain sorghum seed was planted an inch deep, the erosion still took it out of the field and planted it in the ditch. И обычно мы заделываем семена сорга на глубину около 1 дюйма, и получается из-за эрозии все семена были снесены и выросли в этом овраге. And then this is what the field looked like at harvest. Во время уборки вот так выглядело это поле. Because we eroded away our herbicide, we had stand issues from crusting, we would get all these weeds. И так как из-за дождя гербицид был смыт, земля была смыта, на поле образовалось очень много сорняков. Выросло. And we do yield mapping on our farm, and I can tell you that this yield, because of the weeds, will be at least half of what it should have been. Мы составляем карты урожайности, и по карте мы узнали, что из-за всех этих сорняков урожайность на этом поле была где-то в половину меньше, чем мы могли бы получить. So we knew we needed to make a change. Мы чувствовали, что уже назрела необходимость что-то менять. I had gone to the university and received a degree in business. Я учился в университете, получил ученую степень по управлению бизнесом. So the first year I came back to the farm, my dad and I attended the Notes on the Plains Winter Conference, which is a conference just like this. И затем, уже когда я вернулся из университета, мы с отцом присоединились к ассоциации No Till on the Plains. Она тоже проводит конференции, такие как вот здесь. We just listened to other farmers talk about their experiences and how they were making it work, and it gave us the confidence to make the switch. На конференциях, на подобных конференциях мы общаемся с фермерами, делимся опытом и потом возвращались домой и применяли услышанное у себя. Another person I heard there was Dwayne Beck of Dakota Lakes Research Farm. Еще один человек, который повлиял на наш труд, на нашу ферму, это Дуэйн Бек. Он работает в Dakota Lakes на исследовательской ферме. He talked about how there were 3 principles that you needed to follow in order to make no-till work. Он всегда нам говорил о важности применения 3 основных принципов, на которых базируется no-till. 3 principles were you had to be no-till. Самое важное, он всегда говорил, что первое, это нужно применять no-till. You had to have intensity, which meant you needed to be growing something more often. Необходимо увеличить интенсивность, то есть расти что-то должно чаще. And you had to be diverse. You needed a crop rotation. И необходима диверсификация, то есть нужно было нам расширить наш севооборот. And another thing he would always say was the devil is in the detail. И он всегда нам говорил, не забывайте, дьявол всегда кроется в мелочах. And I was having a conversation with someone at the Notes on the Plains Winter Conference last week, and we were talking about how everything we were talking about now still revolves around those 3 principles. We've just been working out the devil in the detail for the last 20 plus years. И я эти все принципы применяю уже более 20 лет. На прошлой неделе была очередная конференция, зимняя конференция No Till on the Plains, и мы обсуждали там, и все равно вся работа фермеров вращается именно на основании вот этих вот 3 принципов.
The erosion and destruction of our soils through tillage is well documented by history. Что происходило с нашими полями в результате эрозии, об этом написано очень много в литературе. And another thing that surprised me is this is the soils textbook used by the universities in the United States. Это учебник, который используется в университетах в США по почвоведению. And soil science principles are perfectly clear that tillage destroys soil and leads to compaction, but for some reason, modern mainstream agriculture ignores the science. И несмотря на то, что в этом учебнике говорится о том, что механическая обработка разрушает почву, обо всех принципах, которых мы только что упомянули, тем не менее сейчас многие фермеры до сих пор это применяют у себя. So here are some of the first pictures of when we made the no-till. А это уже фотографии с тех пор, как мы перешли на no-till. So we quit tilling, we quit destroying our soil and eroding it away. Мы перестали обрабатывать наши почвы, перестали их разрушать, соответственно, мы смогли остановить эрозию. We improved water infiltration and had relieving residue at the soil surface to protect the soil, to suppress weeds, and to hold in moisture during the drought. Для того, чтобы защитить наши почвы, мы оставляли растительные остатки на поверхности. Они защищали землю от солнца, они не давали влаге испаряться, то есть, соответственно, мы накапливали в почве больше воды. So we could see that we were doing a better job by making the switch to no-till. You can see the water standing in the field, the tilled field, because tillage has destroyed the infiltration. Поскольку механическая обработка нарушает инфильтрацию, то вот на наших полях ситуация совершенно не такая, как на этих обработанных полях. And when you walked out in the two fields, in the tilled field, because you had destroyed all the soil structure, и поскольку из-за механической обработки разрушается структура почвы, то и ходим мы по этим полям по-разному. you would sink into the tillage depth and get mud on your boots, whereas in the no-till field, it would hold you up. Например, на обработанном поле сразу проваливаешься, куча грязи налипает на сапогах, а по полю no-till можно спокойно ходить. So under no-till, where we built our soil structure back, we don't worry about tracking up our fields anymore. The structure holds us up. Когда структура почвы восстановилась, когда мы, после того, как мы перешли на no-till, нас перестало беспокоить вот движение именно по полю, потому что мы знаем, что поле само себя держит. These two fields were side by side. I don't know if you can see it or not, but there's a line here where there's runoff from the tilled field and runoff from the no-till field. Это два соседних участка, они рядом расположены, не знаю, насколько хорошо вам видна граница между ними. С одной стороны обработанное поле, с другой стороны необработанное. И вы видите сток. So this friend of mine stood in one place and took water samples. И это мой друг, значит, он отбирает образцы воды. And here you can see the difference in the water quality between the no-till and the tilled field. И здесь сразу по цвету видно, где no-till, а где обработанная почва. The question we should have been asking ourselves is, why was there any runoff in the no-till field to begin with? Вопрос, который все равно остается открытым, это почему с поля no-till был сток. So another improvement that we made initially when we made the switch to no-till was we did increase our intensity, how often we grew crop. Перейдя на no-till, также возник вопрос о повышении интенсивности, то есть насколько часто мы должны что-то выращивать. This picture is a double crop bean field. So we harvested the wheat and planted a second crop of soybeans in it. Здесь показана наша вторая культура, получается сразу после уборки пшеницы мы посеяли сою. The typical practice before this
was that you would harvest the wheat in June and plant milo the following June. Раньше, получается, было так. Мы в июне убирали пшеницу, а сорго сеяли аж в следующем июне. So we would get 787 milliliters of average annual rainfall in a 12-month period. За 12 месяцев у нас выпадало 787 миллиметров осадков. Our soils would only hold 8 inches or 200 milliliters of rainfall. Почвы могли удерживать только 200 миллиметров. So we were washing off or having run off 587 milliliters of water. Другими словами, если несложно посчитать, что теряли мы порядка, почти 600, 587 миллиметров. So by planting, by increasing our intensity, we were using moisture in June, July, August, September, October that we weren't using before. И повысив интенсивность нашей работы, мы стали уже использовать влагу с июня по почти октябрь, а раньше мы ее просто теряли. Can you stop for a second? Какой? Предыдущий? Can you return back for what? Yeah. Чем посеяно? У нас есть и Джундир, и Амазон. Вот чем это посеяно? What was the tool that you were planting this? With which seeder? I used the single disc John Deere air seeder. Однодисковая пневматическая сеялка John Deere. And it was probably done on the air seeder's 7.5-inch spacing. Междурядье 7,5 дюймов. That I can pin up one of the hangs, and this is probably done on 15s. Но там есть возможность блокировать каждый второй сошник, и, скорее всего, это 15. А? Do you have problems with hair pinning? I don't have hair pinning. Used to be a problem when we were first kind of making the transition to no-till because we didn't have the soil structure in the beginning. Вот в начале, когда мы только переходили на ноутил, когда структуры почвы еще как таковой не было, были проблемы, заминалось солома. But as long as we wait for the residue to get dry and keep our discs sharp, we can cut through this. Но если растительные остатки на поверхности сухие, если диски острые, то проблем с замятием не было. So another improvement we made was we increased our diversity and lengthened our rotation. Это еще один пример увеличения, это расширение, диверсификация, то есть мы расширили свой севооборот. Growing up, when we were planting continuous wheat, we battled this grass in our wheat. Раньше, когда мы постоянно выращивали пшеницу за пшеницей, то у нас были проблемы вот с этой травой. We also had a lot more disease in our wheat. Кроме того, пшеница часто болела. Because that wheat is food for disease and insects. So as we planted that crop less, we decreased those pest populations to where they weren't an issue. Поскольку пока вот выращиваешь пшеницу по пшенице, болезни, вредители, они никуда не деваются, они развиваются. Но чем реже мы стали друг после друга выращивать пшеницу, тем их популяция стала меньше. So the point I'm trying to make is I had made improvements. I was in a better place than I was when we were doing tillage, but they weren't enough. Я на что хочу обратить ваше внимание. В принципе, некоторые усовершенствования в систему я внес. Я считал, что я уже кое-что улучшил, но этого было недостаточно. I was no-till. I had increased my intensity. I had increased diversity, but I had not eliminated winter fallow. Получается, я применял ноутил, увеличил интенсивность, расширил севооборот, но зимний пар все равно еще у меня оставался. This picture is a picture that had been wheat
double cropped the soybeans, and then sat through the winter, and you can see how much bare soil there is from letting it sit. На этом поле была пшеница, затем второй культурой была посеяна соя, убрана соя, и в зиму поле вошло ну, как бы под паром. И вы видите, что практически очень много участков открытой земли. So I made the mistake of not increasing my intensity enough, and I see it from other farmers where they replace tillage with herbicide and quit working the ground, but it's more than that, it's a system. И я считаю, что моей ошибкой в данном случае было оставить это поле под паром. Есть фермеры, которые считают, что заменив механическую обработку на, скажем, гербициды, то они уже справились. Но на самом деле подходить нужно к этому вопросу системно, менять нужно всю систему. I needed to achieve constant photosynthesis and living roots. Мне нужно было, чтобы фотосинтез постоянно происходил и чтобы в почве все время находились живые корни. So this field was wheat that was double cropped to soybeans, but instead of sitting fallow, and now I'm planting corn into the green cover crop. Значит, на этом поле сначала была пшеница, потом вторая культура была соя. После уборки сои я не вводил поле в пар на зиму, а посеял рожь в качестве покровной культуры. А сейчас получается я в покровную культуру высеваю кукурузу. And a green cover plants a lot easier. You don't have to worry about hairpinning with the green cover like you do with dead residue. И когда покровная культура, вот она зеленая, растет, то еще меньше проблем, как задавали вопрос с вдавливанием соломы, то пока она зеленая, таких проблем вообще нет. And because you have all those fine roots growing in the soil, I don't get sidewall compaction from my clay soils. It plants much nicer. И поскольку в почве находится большое количество маленьких корешков, меньше была проблема с уплотнением боковых стенок. То есть корни поддерживали эту землю. Вот, а после вы покровную культуру убили глифосатом или нет? Did you kill this cover crop with glyphosate or not? Yes. You did, yes. So I would have sprayed and killed that cover crop probably the same day. Ну, практически в тот же день я обработал глифосатом. А не было ли аллелопатического эффекта? Уже часть питательных веществ вынесла рожь. Did you see any allelopathic effect? Because rye has picked up some nutrients and left some exudates. Yeah, I think that what people think is allelopathy is the fact that it's lacking nitrogen. So the other thing that we do when we're planting corn is we will stream on 30 pounds of nitrogen as UAN. Очень много, часто думают, что аллелопатия заключается вот в том, что предыдущая культура, вот рожь, вынесла азот. Из-за этого следующей культуре не хватает. Но мы при посеве кукурузы вносили, вот лили сверху 30 фунтов азота. На строчку? Into the furrow. No, I use the sprayer and it just gets streamed on the cover. Опрыскивателем, просто вот опрыскивателем. Газ? Касс, да, касс. 30 фунтов это сколько? Were you pouring it just on the ground? So it just streams. It's not a broadcast spray. It just shoots a straight stream. Ну, там получается не мелкая капля, что вот как туман, а именно вот струя течет на землю. So the mindset change that I've had is that I need to see my farm as an ecosystem.
Вскоре пришло понимание, что к ферме нужно относиться как к отдельной экосистеме. For some reason, in mainstream agriculture, we think that our cropland is somehow unique and doesn't follow these principles. Очень часто люди думают, что вот сельскохозяйственная земля не подчиняется вот принципам или правилам работы экосистем. This picture was taken 5 miles from my house. Эту фотографию я сделал на расстоянии около 5 миль от своего дома. So what I want to mimic is what I see here. И у себя я хочу повторить то, что вижу здесь. So when someone tells me they can't do no-till where they live, my comeback answer is, do ecosystems work where you live? We should be looking to our native ecosystems to guide us in how we set up our cropping. И когда кто-то вот из моих соседей говорит, что я не могу применять ноутил, потому что в моем регионе это не получается, я всегда говорю, посмотрите, что делает природа. Природа не пашет, она применяет ноутил, у нее же получается. So if we look at our native ecosystem, we don't see any tillage. It's no-till, it's constantly growing something, and it's reverse. И опять мы возвращаемся к этим трем принципам. И они применимы и к естественной экосистеме. Ноутил, интенсивность, то есть что-то все время растет, и диверсификация. The devil in the detail that I had missed was that I needed photosynthesis and root exudates. И тот дьявол в мелочах, о котором мы с вами говорили, как раз для меня это был фотосинтез и соки из корней. Mother Nature constantly has a plant out there with its solar panels, harvesting sun energy, sending that energy down to its roots to feed the biology. В природе, если вы обратите внимание, все время что-то растет, раскрыты листья, то есть как вот солнечные панели, и постоянно идет процесс фотосинтеза. This is a soil profile from our native prairie. Это профиль в естественных прериях. The topsoil has all been eroded away. Вот то, что верхняя часть, оно с эрозией ушло. And what we farm is the geology that was underneath. И приходится сейчас работать с биологическим материалом, который находился внизу. We shouldn't be talking about our soil as sand, silt, clay, or rock. That's geology. Topsoil is biology. Мы не должны говорить о нашей почве как о каком-то геологическом понятии, то есть это, например, там, песок, глина, ил в таком-то составе. Мы должны говорить о почве как о биологическом понятии, и тогда мы говорим о верхнем слое. So one of the things I don't think most farmers realize is that we're farming, our farms are in a degraded state. They can be much better than what they are. Mother Nature built this through plants living and dying through constant photosynthesis. И очень многие фермеры сейчас, получается, работают вот с геологией. А на самом деле, если на почве будут все время расти растения, будут живые корни, то в конце концов почва начнет восстанавливаться. So in 2001, we started yield mapping. В 2001 году мы стали делать карты урожайности. And we always knew we had spots in the field that would yield really well in a drought. И мы обратили внимание, что есть участки на полях, которые все равно хорошо работали даже в засуху. But then, we'd walk just a few steps over, and they wouldn't make any grain. И пройдешь чуть дальше, бывает, хватало всего несколько шагов, и уже совершенно другой участок. So I started asking myself, why is it making grain here, and 10 feet over, it's not making anything? Because it's the same soil type, it's the same management. What's the difference?
И я тогда стал задаваться вопросом, почему здесь я могу выращивать зерно, а всего лишь 10 футов отошел и уже ничего не растет. Ведь это одно и то же поле, откуда такая разница? So I went in and I took soil samples in the good spot and I took soil samples in the bad spot and compared the two. Я взял пробы почвы и на хороших участках, и на плохих, и сравнил. And the soil samples in the good spot came back high in organic matter, high in NPK and everything. На хороших участках был высокий уровень органического вещества, много было и азота, и фосфора, и калия. And so through a little bit of investigation, we knew there was a windmill on the corner and there had been a pile of rubble and foundations from an old farm site. So we realized this had been an old feedlot. И затем, когда вот внимательнее стали рассматривать, мы обнаружили, что на хорошем участке, получается, там раньше была кукуруза, а вот на плохом участке там такое впечатление, как были остатки старого фундамента. И мы пришли к выводу, что в этом месте раньше был загон для откорма скота. This field is a mile from where we live, and my dad didn't remember when it was a feedlot. So it had not been a feedlot in at least 40 years. И это поле находилось на расстоянии где-то 1 миля от того места, где мы живем. И я спросил у отца, он говорит, я не помню, чтобы там был откормочник. So what I started thinking about was how can I turn the rest of this field and make it yield like this part. И я вот стал думать, как мне сделать так, чтобы поле давало одинаковую урожайность. So we also had access to a neighbor's hog manure. Также мы у соседа берем навоз свиней. Hog manure is high in nitrogen, it's high in phosphate, has a lot of nutrients. В нем очень много питательных веществ, много азота, много фосфора. We would inject this hog manure into the ground and achieve really high yields where we'd applied it. Мы впрыскиваем этот азот в землю, и там, где впрыскивали, там получаем довольно высокую урожайность. But one of the things that we noticed was that even 3 to 5 years later, we would see variability in the field. We would have a lot of growth where the injection was, and we'd have little growth where we had skips. И даже спустя 3-5 лет после того, как мы начали впрыскивать навоз, мы все равно еще замечали колебания, вариации. То есть есть участки, где было много червей, там, где впрыскивался навоз, а там, где были пропуски, там червей было меньше. So again, this got me to thinking about why is it yielding better and how do I duplicate it? И мы стали думать о том, как же распространить вот эти хорошие качества на все поле. Можно сразу вопрос? Чем впрыскивал навоз? Или... There was a question. How did you inject it? With what? It was a balser wagon that injected manure about every 3 feet. Такая вот цистерна с инжекторами, и она впрыскивала навоз. So It's like irrigation or... no, it was a wagon that you would pull behind a tractor. Это цистерна, которую тянет трактор. So what this made me think about is, obviously from the feedlot to the hog manure, I would see these great responses. And I got to thinking about, okay, well, what is manure? Manure is good fertilizer. И
И на откорме часто вот вы слышали, что на откорме хорошая получается урожайность, и когда навоз мы впрыскивали, я стал задумываться, что же такое навоз. Это как вот органическое удобрение. And the question is then, what is manure? Что же это? Ну, ставить с этой стороны. Нормально, ближе. Manure is just plant material that has passed through the gut of an animal. На самом деле, что такое навоз? Навоз – это растительный материал, прошедший через кишечник животного. We grow hay. Some people bale it. They haul it to the cattle. Then they haul the manure back to the field. Вот каков процесс? Мы выращиваем сено, сворачиваем его в тюки, кормим животных, а потом вывозим навоз назад на поле. What I realized that I needed to do and what I was missing was I needed to grow my manure in the field in order to duplicate what I realized I needed to do in order to duplicate the yields I was seeing from the hog manure and the feedlot. И для того, чтобы повысить урожайность, я понял, что мне нужно как бы выращивать этот навоз самостоятельно. И тогда то, что происходит там, где есть животные, там, где есть навоз, это же будет и у меня. Was I needed to grow the plant material in my field and leave it there to feed my soil livestock, my soil biology. Мне надо было оставлять весь растительный материал на поле для того, чтобы кормить мою биоту в самой почве. Next slide. Следующий. Дима, может просто не достает, далеко стоит, пусть с этой стороны стоит. Do you want to stay here? Maybe it will be closer. Несовершенная техника. Maybe we should allow some questions while they set it up. Да, пока мы перенастраиваемся, если есть пока вопросы, можете задать. Какое количество удобрений, какие вносят при посеве по дневным остаткам ржи? How much fertilizer do you apply during seeding operation? And which fertilizer? The only fertilizer I apply during the seeding operation is MAP, 1152, with my wheat. What's MAP? Monoammonium. Единственное, что я вношу вместе с посевом, это моноаммоний фосфат. And then I apply nitrogen to my wheat, and I apply На пшеницу еще вношу азот. to the corn and grain sorghum. И What do you apply for corn? Also nitrogen? Yes. И на кукурузу и сорго тоже азот. But I've actually been able to cut those rates back. И сейчас на данном этапе уже норму внесения получилось сократить. Что было, что есть. Да? ДВ. Что было азот, что есть ДВ. How much nitrogen did you apply and how much nitrogen do you apply now? Can you compare? Which crop? На какую культуру? Пшеница, кукуруза. Wheat and corn. With wheat, I probably used to apply about 120 pounds. Now we're applying 75 to 90. Значит, на пшеницу мы вносили 120 фунтов, а сейчас вносим 75-90. And with corn, we're applying about 100 pounds of nitrogen.
whereas we used to probably apply 125 or 150. На кукурузу раньше вносили 120-150, сейчас 100. So here is another feedlot. This feedlot we actually took out of production and started farming. Это еще один вариант откормочника. Значит, в настоящий момент он уже не используется, мы вывели его из производства. This is the feedlot. This is the cropland. Получается, это откормочник, а это просто вот сельскохозяйственная земля. This is just a close-up of the feedlot and a close-up of outside. The management on these two pictures has been exactly the same, and the soil type is exactly the same. Это просто приближенный вид, получается, это откормочник, это обычная земля, но управление и земля, сама почва здесь абсолютно одинаковые. This weed is, in my opinion, actually for the time of the year this picture was taken, has too much growth. Мне кажется, что на то время года, когда была сделана эта фотография, здесь пшеница очень сильно разрослась. And where the old feedlot is, we won't apply any nitrogen because if we do, it will go flat and not yield. Потому что и вообще мы пришли к выводу, что там, где был раньше откормочник, мы не будем вносить туда азот, иначе происходит полигамия. These are organic matter maps. Карты органического вещества. They're the same map. That one is just zoomed in. Это одна и та же карта, просто здесь приближенный вид. This is probably about 400 acres with 2.5 acre grids, so 400 acres, about 200 hectares. Это участок где-то 200 гектаров. So you can see, just like in the feedlot that I took the samples in earlier, here's a feedlot over here. Look how much higher the organic matter is compared to the rest of the field. Точно так же, как и с откормочником, вот где откормочник, посмотрите, насколько больше органического вещества по сравнению с другими участками. And these would be a lot lower. A lot of these, you can't read them, are probably in around 3. When we started out no-tilling 20 years ago, they would have been closer to 1.8. Сейчас около 3. Здесь не очень видны цифры, но в среднем можно сказать 3. Но когда мы только переходили на ноутил, уровень органического вещества у нас был 1,9, порядка 1,9. So here's the nitrogen parts per million nitrate. Значит, это азот в частицах на миллион, нитрата. And you can see how high it is in the feedlots compared to the rest of the field. That's what this is just naturally releasing from all that organic matter. Тоже обратите внимание, насколько выше там, где были откормочники, то есть происходит естественный такой выпуск питательных веществ. So if we can get our organic matters increased, we can get more natural release of nitrogen. Если сможем, мы добьемся увеличения органического вещества, то у нас получится увеличить выпуск азота, его станет больше. So when we think about a conventional system that has to be, and why it has to be propped up with inputs, Если вот думать о традиционной системе и почему все это происходит, we're eroding everything away and losing all our fertility. все смывается эрозией, мы теряем плодородие, And we're letting it sit fallow. It's never growing plant material in order to feed the soil and build organic matter. Кроме того, мы при традиционной обработке часто оставляем поля под паром, когда ничего не растет. And even under a no-till system, we make improvements because we don't erode it all away. Улучшения произойдут, потому что эрозия уже не так быстро будет происходить. Tillage is the #1 destroyer of soil, but fallow is the #2 destroyer of soil.
Я считаю, что вот самое опасное, то, что больше всего разрушает почву, это все же механическая обработка. Тем не менее, сразу за ней, на втором месте, я бы поставил пар. What we do in the feedlot is we grow plant material, we haul it in, feed it to the cattle, and so the way we duplicate what is happening under this scenario is we've got to get to the point where we're not eroding it away and constantly growing as much biomass as we can. И дальше, когда мы уже перешли не только на ноутил, но и стали животных привели, то мы стараемся выращивать как можно больше биомассы для того, чтобы она вот растет, животные на ней пасутся. By growing something all the time, again, we're harvesting the sun's energy, we're sending that energy down to the roots that feed the soil biology. That's how topsoil was built in the first place. И когда что-то растет, когда постоянно что-то на поле растет, мы собираем как можно больше солнечной энергии, эту энергию направляем вниз, и это же является пищей для микроорганизмов. So we've talked about feedlots and manure. Now let's talk about the value of the topsoil. Мы говорили с вами уже об откормочниках и о навозе. Теперь давайте поговорим о верхней, хорошей, продуктивной почве и эродированной. This is all the same soil type. Это все один и тот же тип почвы. You can see a darker square here. This was native pasture that's never been tilled. Вот этот темный участок, здесь раньше было природное, естественное пастбище, которое никогда не обрабатывалось. We just sprayed it and killed it, and now we're farming this whole field the same. Мы опрыскали это пастбище и теперь применяем одну и ту же технологию, один и тот же подход ко всему участку. So based on soil type, this field should yield similar. We shouldn't see a lot of differences. Основываясь на том, какой это тип почвы, это поле должно давать одинаковую урожайность в любой точке. So before I switch to the next slide, notice how dark the untilled soil is versus the lightness of the till. Прежде чем мы перейдем на следующий слайд, я хочу, чтобы вы обратили внимание, как отличается по цвету необработанная почва и обработанная. This is a yield map. Green is high yielding, yellow is low yielding. Look to the line and how high this yields compared to the rest of the field. Это карта урожайности. Зеленый это высокая урожайность, желтый это низкая. Вот обратите внимание, насколько выше урожайность здесь по сравнению с другими участками. So what we were seeing, the dark, is because we still have the topsoil where we've never tilled it. The reason it was lighter around that was because we're farming the geology underneath. Почему тот участок был темнее? Потому что мы работали на вот этом темном верхнем слое. А здесь ниже урожайность была, потому что мы работаем с геологическим материалом. Here's the organic matter map. You can see how much higher the organic matter, just like the lots the feedlots where we brought in the plant material. Plant material is where we get organic matter. It's higher than the rest of the field. Это карта органического вещества. Тут ситуация точно такая же, как с откормочником. Здесь, вот, где было естественное пастбище, уровень органического вещества выше. And because we've never tilled it, because we have higher organic matter, we have better soil structure, we have higher infiltration rates. И поскольку здесь выше уровень органического вещества, то и скорость инфильтрации больше, и урожайность выше, и структура лучше. So we can get the water in quicker, Вода быстро впитывается, and we can hold it. и почва ее может удерживать. And with the manure and the feedlots, I used to think that it was because of the NP and K. Когда вот
с откормочниками, если работать с откормочниками или навозом, то я всегда думал, что это все благодаря НПК. But what I realized, this is a phosphate map. Но это карта вот фосфора. Red is low, dark green is high, or tan is high. Зеленый это высокий, а красный это низкий. This part of the field still yielded better, even with low, what was tested low phosphate. Несмотря на то, что по анализу почвы здесь было намного меньше фосфора, этот участок все равно урожайность дал выше. Carbon and organic matter are what drive yield. Урожай базируется на углероде и на органическом веществе. Here are another couple examples. These red circles are places that weren't tilled, but we started farming. You started here. You were tilling. These were not tilled. Вот в этих красных кругах я вел участки, которые не обрабатывались. So this was grain sorghum in Это 2009. в 2009 году. It yielded double what the rest of the field did. Урожайность здесь была в 2 раза больше, чем на этом участке. This is the next year Следующий год with soybeans. соя, It yielded almost double. тоже урожай был почти в 2 раза выше. This is wheat the year after Пшеница that. еще на следующий год, на третий. Again, it yielded almost double. И опять практически в 2 раза выше урожайность. Same management. Один и тот же подход к управлению. So it doesn't matter the year or the crop. This showed me what the value of organic matter in topsoil is. Неважно какой год, как видите, неважно какая культура, самое важное, вот, что я понял, это количество углерода и органического вещества. And I've witnessed soil improvement on my farm through the use of no-till and just modest intensity and diversity. It wasn't until recently that I eliminated the winter fallow. И до недавнего времени я еще пар использовал, то есть я готов признаться, что у меня интенсивность и разнообразие были такие умеренные, и тем не менее, даже при этом я увидел улучшение почвы благодаря наутилу. These two photos were taken in the exact same place, only 10 years apart. Две фотографии эти были сделаны абсолютно в одном и том же месте, но между ними 10 лет разницы. Look at how orange, and this is just a heavy, dense clay. There's no residue. Посмотрите, какая вот оранжевая, можно сказать, просто тяжелая глина, вообще никаких остатков. Какая там почва? But through no-till, intensity, and diversity, we've added residue and we've added organic matter to our soils. And right there's an earthworm. Но благодаря наутилу, благодаря интенсивности и диверсификации, почва улучшилась, и в ней появились черви. So this is where we started out, Мы начали здесь, and this is what we're moving back to. эта фотография, это к чему мы пришли. So with farming as an ecosystem, it's about biology. Если мы будем относиться к нашей ферме как к экосистеме, то мы будем работать с биологией. Whereas modern farming is about geology, and geology that has to be propped up with inputs like fertilizer, herbicides, and insecticides. В то время как современные методы говорят нам работать с почвой как с геологической единицей, требуя внесения удобрений. Thank you for your attention. Спасибо за внимание. У нас есть еще 15 минут, если у вас есть какие-то вопросы. Да, значит, что хотел отметить. Конечно, спасибо за то, что мы постоянно учимся, за то, что наутил никогда, наверное, не перестанет учиться. И все-таки вот вопрос, как бы действительно почва, которая даже по наутилу, которая съела соя, да, органику,
и вы всеяли, короче, рожь. Рожь была такая, чтобы ее можно было оставить на урожай. И вы ее все равно убили, посеяв кукурузу. Какая цель преследовалась? И не разочаровались вы, что кукуруза давала все-таки в итоге урожай меньше, чем могла дать рожь? But you planted corn. Weren't you upset that you killed your rye and were growing corn? So I'm going to talk about that practice more tomorrow, but I'll touch on it here now. Вообще мы об этом будем говорить завтра. Кое-что сейчас затронем, некоторые вопросы. So traditional practice would be after we cut the soybean, if we did not plant a cover crop, we would have to use herbicide to keep the field clean. Ну, традиционно была такая у нас практика, мы применяли, что после того, как убрали сою, для того, чтобы держать поле чистым, нам нужно было использовать гербицид. It would need a spray sometime in the winter and then sometime in the early spring. Надо было опрыскивать когда-то там зимой и когда-то в начале весны. Those two, to spray it twice would probably cost me about $30 an acre. Опрыскивание, вот эти два опрыскивания стоили бы мне $30 на акр. I can plant it to a cover crop for the exact same money. И за те же деньги я смог посеять покровную культуру. But with the cover crop, I eliminate erosion, I'm building my soil, and I'm suppressing the weeds. Но при этом покровная культура позволяет улучшить структуру почвы, давит сорняки и вносит питательные вещества для следующей культуры. I try to think about my rye cover crop as herbicide in a bag. Я относился в данном случае, к покровной культуре как к гербициду. And one place that some farmers are starting to move, and it's something I want to experiment with, is planting, maybe not corn, but soybeans into the rye and not killing it, and then harvesting the rye, and then as the soybeans come up, harvest the soybeans. И я слышал о такой технологии, хочу сам попробовать. В рожь всевают сою, затем убирают рожь, а когда дорастет соя, убирают сою. Will I run over some of the rye? Yes, but as long as I don't take too much of a yield hit on my soybean yield, any yield I get from the rye is just pure profit. В принципе, можно сказать, но ты же будешь ездить по растущей культуре и какую-то часть урожая ты потеряешь. Вот. Но если, я еще не пробовал сам, но если не пострадает при этом урожай сои, получается, что урожай ржи, это будет для меня чистая прибыль. А кукурузе не потерял ли он урожай? Потому что рожь вынесла питание. Did you see any decrease in corn yield because rye was taking up some nutrients? No, you may. There's a chance you could. Ну, в принципе, вероятность такая и есть. It would probably evolve more around water than it would the nutrients. Но тут скорее, я бы сказал, что тут скорее все дело в воде, не столько в питательных веществах, сколько в воде. Once you're in a no-till system and you're constantly planting something, you have a constant cycling of nutrients. Но если вы применяете технологию ноутила, у вас на полях постоянно что-то растет, то у вас постоянно идет круговорот этих питательных веществ. If we look at our native ecosystems, we don't see nutrient deficiencies. Если взять, например, экосистему, то дефицита питательных веществ в естественной среде мы не видим. Why don't you grow sunflowers? I probably should. Надо попробовать.
It's just I have grown sunflowers as a double crop. Выращивал как вторую культуру. How much does 1 ton of wheat cost? One ton. Seed, just Семена. seed or grain? Реализация. Approx. And grain. $166. Per ton. Ну, если мы не ошиблись в переводе, то $166. Сейчас, не все сразу. When you were setting up the pasture, which crop did you think was the most important for this pasture? What When I took it out of pasture, No, when you were planting a pasture. that pasture had never been tilled, so I never planted. Я его не засевал, то пастбище, оно само. А что бы он сделал, если бы была такая цель? If you were setting up a pasture, which crop would you use as your primary crop for pasture, for perennial? Многолетнее, да, Он пастбище? показывал там, показывал участок, который много раз использовался под пастбищем, потом было одинаково посеян весь. Так оно естественное, оно не посеянное, оно Нет, естественное. а он собирался посеять, он же сказал. If you were to plant the pasture, and I think you mentioned that you were going to plant the pasture. If you were going to plant the pasture, which crop would be your primary crop? What would I plant in the Yeah, pasture? yeah. Soybeans. Соя. Поддержки? Do you receive any governmental support, like subsidies or whatever, and how much? So the United States government subsidizes crop insurance to the tune of about, I think, 30%. I don't know what percentage, but they subsidize crop insurance. Ну, прямых таких субсидий у нас нет. У нас есть поддержка правительства в виде страховки. Do you receive any money per hectare? Yes, we do. How much did you say from the government? It depends. Some years we don't receive any. Some, if there's a yield hit, we receive some. We don't always receive money. Only in the bad days. Ну, эти деньги мы получаем только в виде страховки. Если вот какой-то плохой год, мы потеряли урожай застрахован, тогда мы получим какие-то деньги. А если урожай хороший и все хорошо, то мы ничего не получим. And some of it would be if the price dropped. Иногда есть такой вид страховки, страхуется урожай не только, вот, скажем, погодных условий, а если вот резкое падение цен на продукцию, то тоже можно страховкой получить назад вот этот перепад. Еще есть, да. Есть возможность, если разбрасывать, впрыскивать, если как он поддерживает, If we do not have any possibility to inject manure, can we spread the broadcast? Yeah, we just injected it because we didn't own the equipment. That's what the neighbor had. In fact, one of the things I did not like about injecting manure was where it was injected. It created too much soil disturbance for me. Ну, в принципе, мы впрыскиваем, да, сразу ответ, да, можно разбрасывать. В принципе, мы впрыскиваем просто потому, что у нас есть оборудование такое. Но мне не очень нравится, это оборудование мы берем у соседа, мне не очень нравится, потому что вот эти инжекторы, когда идут по почве, они, как вот по мне, очень сильно нарушают почвенный слой. Да.
seasonal and So on our farm, it's just me and my dad and Значит, 2 seasonal hired. у нас, вот чтобы для точности расчетов, 3000 акров. Это где-то 1200-1300 гектар. Работаю я и мой отец, это постоянно, плюс 2 сезонных рабочих у нас есть. Yeah, we own 2/3 of our cropland, the other third we rent crop share. И у нас такая система. 2/3 нашей земли это наша личная, наша частная собственность, а 1/3 либо мы арендуем, либо делим урожай. У нас еще 5 минут. Многолетнее применение прямого посева деградированной земли позволило увеличить землю using direct seeding on very degraded soils. Did you manage to improve yield on these soils? Yes, the important part of direct seeding on degraded soils is getting them covered with residue. Да, и тут самое важное, это при посеве, при прямом посеве на деградировавших почвах нужно, чтобы они как можно больше оставались покрытыми. Какую смесь культур он сеет для выпаса? Do you grow any mixtures for grazing? And if yes, what's included in the mix? Yes, I grow mixtures for grazing. The mixtures change all the time. They try and have just a lot of diversity. Sudan grass, sunflowers, mung beans. Ну, смесь постоянно меняется, выращиваю суданскую траву и подсолнечник в этой смеси, и бобы мунгу. I try to have it heavy in crops that grow a lot of carbon, that get big. So that's why. Выращивать такие большие культуры, чтобы как можно больше углерода собирать. Поэтому выращиваю и суданскую траву, и подсолнечник. Вначале было сказано, что в КРС есть и овцы, и он их вместе содержит. Но у нас овцы, допустим, если их выпустить в степь, в загон, они выедают все до земли, как у него остается. И сколько нужно на одну голову КРС квадратных метров пастбища, чтобы прокормить, и как долго мы содержим. KRS. So in the beginning we saw that you have cows and you have ewes. Like they also have sheep, but their problem is when they have the sheep in the paddock, they eat everything down to the soil. So how do you control it, and how much do you allocate per head, both cattle and sheep area? So I run the cattle and the sheep together most of the time. Чаще всего у меня и коровы, и овцы пасутся вместе. And I do what I would call controlled grazing, where I just give them a small area each day and move them daily with electric fence. Значит, я применяю метод, который называется контролируемый выпас. То есть вот я выделяю определенную зону на день, и они там пасутся. А потом с помощью электропастуха я их перевожу на следующий участок, на следующий день. So the problem with set stocking, where you just turn them in and feed them, is that they will just continue to eat the same plant. The plant can't ever grow and get its solar panel out, its leaves out, so it's constantly pulling energy from its roots and degrading those plants. Я знаю такую проблему, что когда вот на постоянной основе находятся животные, они, получается, если взять вот одно растенице, да, они вот его съедают, в конце концов съедают листовую поверхность, вот эти солнечные панели, и уже никакая энергия к корням не поступает, все наоборот высасывается из почвы, и в конце концов приводит к тому, что и растение погибает, и почва, и структура почвы портится.
1 minute. The reason I like sheep and cattle together is the sheep will eat wheat. They tend to eat more weeds. They eat a little bit different plants than the cattle do. So I can get more pounds of meat per acre than if I just ran cows by themselves. Прелесть в том, что вот прелесть выращивания выпаса их вместе и коров и овец в том, что овцы едят не то, что едят коровы. Поэтому у каждого есть свой корм, но при этом я получаю больше килограмм мяса с этого участка, чем если бы я выпасал отдельно одних и отдельно других. Таким образом, я могу добавлять, как бы подселять овец, не меняя плотность постановки своих коров. Уважаемые гости, объявляется перерыв полчаса. В 17:00 начнется следующая презентация. Спикер Талак Федор Валентинович. Ждем вас. Спасибо. Можно вопрос? Да, сейчас.